Приветствую всех! У меня на канале есть старый ролик, где я показываю, как делал вот такое приспособление для пазов. Но есть комментарии: с пазами все понятно, как сделать шип? И это вопрос. Если заготовка толстая, то легче сделать вставной шип. Просто выпилить на циркулярке, сгладить края и с использованием этого же приспособления сделать пазы и вставить его. Но если заготовка тонкая, например, царга для табурета или проножка, то здесь уже придется выпиливать. Сейчас покажу, как делаю это я. Допустим, вот такой вот заготовки толщиной 20 мм нам необходимо сделать шип высотой 20 и толщиной 10. Как я это делаю на циркулярке? Для этого выставляем пильный диск на высоту 20 мм. А так как у нас шип должен быть посередине и толщиной 10 мм остается еще 10 мм, делим пополам, выставляем по наружному краю пильного диска 5 мм до опорной линейки и убираем с двух сторон. Не забываем про очки и прочие меры безопасности. Дальше мне еще необходимо убрать выступающие края после выборки, чтобы шип у нас был аккуратненький и никуда не вылазил. Для этого увеличу расстояние до опорной линейки до 10 мм, так как выборка 10 на 10. И опять же пройдусь так и так. Далее перенастраиваем линейку на 20 мм, опять же по краю пильного диска. И теперь будем играться только с высотой, с вылетом нашего диска. Первым делом я хочу убрать вот эти края, а затем уже и то, что мы запиливали. В принципе, большой разницы нет, просто такое построение. Сейчас я выставлю пильный диск на 10 мм и отпилю боковины. Пильный диск я выставил не на 10, а на 9-8, потому что здесь 3 мм у нас еще запас. Это сделали, теперь необходимо убрать последнее. Для этого уменьшаем вылет пилы еще до 5 мм и пилим. Вот такой красивый аккуратненький шип у нас получается. Я понимаю, сейчас многие скажут: куча перенастроек ради одного шипа. Ради одного шипа я бы не стал заморачиваться. Но когда их надо сделать массу, причем с двух сторон, поверьте, лучше потратить время на перенастройки. Вот эту кучу я сделал за 20 минут. Ну вот. В принципе, вот так. Надеюсь, ролик был полезный. Жду ваших оценок, отзывов в комментариях. Подписывайтесь на канал. Всем добра.